Решила доделать эту розу и заодно показать вам, как делаю шипы. Для этого я использую прозрачную глину Ангелиза и простой холодный фарфор. Смешиваю пропорции, допустим, вот такой вот кусочек Ангелизы и в 3-4 раза меньше, так чтобы она все равно получалась не полностью прозрачная, а частично. И плюс добавляю очень маленькое количество травяной зеленой, получается такой нежный мягкий оттенок, и с помощью него будем сейчас делать. Берем маленький кусочек. Ствол у меня полностью сделан, он высох, единственное, не протонирован. Сначала я делаю сами шипы, они высыхают, и затем уже их тонирую. Ближе к самой розе шипы, конечно, более маленькие, к низу более крупные. В зависимости от сорта бывают очень маленькие тоненькие шипы, бывают крупные, даже очень крупные. В этом случае я делаю крупные. Вот смотрите, глина получается очень свежая, мягкая, поэтому я не использую клей. Прикрепила и начинаю оттягивать шип. Плоский, но при этом остренький. И самый край опускаю вниз. Теперь с помощью воды я заглаживаю глину к стволу. Для этого очень хорошо подойдет силиконовая кисточка. Где-то пальчиком. Тщательно приглаживаю. Дополнительно можно сделать линии самым носиком по бокам. И еще раз опускаю вниз носик. Следующий. Можно брать такое же количество, можно чуть-чуть побольше. И каждый раз глину берем больше кусок. Допустим, вот тут. Приложила. Глина у меня уже немного подсохшая, поэтому тянется. А когда только свежая, только-только заведенная, она очень хорошо накладывается. И опять же формируем шип. Протягиваю. Можно даже носик так вот оттянуть. И вниз. Заглаживаем водой место стыка.
За счет того, что у нас глина получится полупрозрачная, весь эффект, который на стволе, будет частично виден. И так продолжаем делать шипы. Теперь, допустим, повернули, смотрим, где необходим шипик. Допустим, вот тут. Тщательно прижимаем и начинаем аккуратно оттягивать. Перед окрашиванием должно пройти хотя бы часа 2, чтобы верхний слой зафиксировался. Я не жду полного высыхания. Сначала окрашиваю, а затем уже оставляю до полного высыхания. Ствол каждый раз поворачиваем, чтобы шипы у нас получились не на одной линии, а даже, может быть, в шахматном порядке. Как видите, кусочек уже значительно крупнее. И тщательно заглаживаем место стыка водой. Сейчас они у меня подсохнут, и я покажу, как окрашиваю. Для окрашивания можно использовать краплак, пурпурную или розовый хинокридон. В зависимости от того, какой основной цвет вы использовали на самой розе. В данном случае я буду пользоваться розовым. Шипы, верхний слой подсох. Они немного уменьшились. И стали, вот видите, более твердыми. Можно делать полностью красные, можно только частично носики. Я буду использовать самый краешек.
наносить. И снизу краешек и снизу. Сначала наношу активно цвет. Затем вытираю кисточку. И немного растушевываю. Также теперь добавляю в ствол зеленый оттенок. Здесь уже стараюсь делать вокруг шипа.